Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам, как я создала красивые елочные шарики в бохо-стиле из таких вот обычных пластиковых шаров. Я взяла шарики, имеющие фактуру, вот такие вот выпуклые части. Рекомендую взять не гладкие шары для этой задумки, а именно какие-то фактурные. Может быть, это какие-то будут грани, либо наоборот впадины. Главное, чтобы шарик не был гладким. Мне совершенно не нравятся блестки, которые есть на этих шариках, поэтому я зачищаю их мелкой наждачкой. Я не стремлюсь снять все блестки абсолютно, только лишь те, которые осыпаются. Убирая блестки, одновременно с этим я зачищаю всю поверхность шара для того, чтобы он был не таким гладким, а стал более пористым для лучшего сцепления. Я беру сухую кисть и удаляю все блестки с поверхности шарика. Я для удобства использую вот такие вот деревянные палочки. На самом деле это палочки от роллов, от суши, они у меня остались неиспользованные. И вот я сейчас их использую таким образом. Это очень удобно. Теперь мне понадобится адгезионный грунт, и я окрашу им всю поверхность шариков, для того, чтобы краска лучше легла. Я знаю, что не все используют в таких случаях грунт, но я считаю, что он необходим, учитывая, что поверхность материала довольно-таки гладкая. Хотя у меня очень хорошие краски, но я предпочитаю все равно наносить грунт, для того, чтобы минимум использовать красок. У меня вот на грунт получается всего лишь в один слой красочка все перекрывает. У этого грунта расход минимальный, и высыхает он очень быстро, буквально в течение 10-15 минут. Следующим этапом мне понадобятся краски. Я буду использовать меловые краски от фрактальных красок. Это в оттенке темный лес. В качестве палитры я буду использовать вот такие вот обыкновенные крышечки. Наношу небольшое количество краски и сейчас буду туда добавлять самую простую пищевую соду. Соду я добавляю для создания фактуры. Мне хочется, чтобы шарики выглядели более винтажными. И если они будут очень гладкими, то такого эффекта достигнуто не будет. Вот я замешала небольшое количество соды в краску и начинаю наносить краску на поверхность шарика. Как видите, перекрывается все очень хорошо. С первого раза, с одного слоя, это был единственный слой краски, последующих я не наносила. Теперь я взяла следующую краску. Этот цвет называется крыша Италии. Очень красивая красочка и название ей под стать. Я также замешиваю соду и покрываю шарик полностью в один слой, как и предыдущий. После высыхания меловые краски обычно темнеют, и этот цвет и зеленый по итогу будут выглядеть гораздо более темными, винтажными и интересными. Теперь я беру цвет, который называется саванна, и произвожу все те же самые действия, наношу его на шарик, предварительно замешав с содой. С этим оттенком у меня прям какая-то проблема по цветопередаче. Если предыдущие два оттенка камера передает идеально, то, что вы видите на экране, полностью совпадает с тем, что в реальности, то вот с этим оттенком просто какая-то беда. Как бы я ни пыталась его снимать, фотографировать при разном освещении, он получается каким-то слишком уж очень желтым. Тогда как на деле это красивый оттенок, очень похожий на цвет охра. Тем временем я замешиваю черную краску, она в цвете антрацит. Добавляю также точно соду. В начале видео я сказала, что оттенков будет 3. Я ошиблась, их 4. Про черный цвет я как-то совсем уж забыла.
Меловые краски после высыхания становятся полностью матовыми, и это их огромное преимущество. Мне очень нравится матовый эффект, и учитывая, что мы добавили соду, этот эффект станет еще более явным. Шарики полностью просохли, и теперь я буду использовать художественные воски. Я очень люблю такие воски, они мне очень часто пригождаются во всех моих переделках, ну и просто в каких-то художественных моих работах. Я буду использовать 3 оттенка. Серебро, вот он сейчас на экране. Зеленоватый оттенок называется благородная пыль, а вот этот вот оттенок, который я сейчас наношу на цвет крыши Италии, называется нежность Венеры. Я намеренно использую близкие по тону оттенки для того, чтобы не было какого-то явного контраста. Мне хотелось, чтобы цвет воска и краски между собой дружили и были примерно в одной цветовой гамме. На зеленую краску я наношу благородную пыль. Это такой пыльновато-зеленоватый оттенок, и на зеленом он вот именно так выглядит. Я использую воски для того, чтобы подчеркнуть рельефную фактуру шариков и придать им дополнительный объем. Они таким образом выглядят гораздо более интересными, чем до воска. С желтым цветом у меня сразу как-то очень не задалось. Вот я сейчас наношу оттенок серебро, но понимаю, что он не очень подходит, но остальные на самом деле были еще хуже. Сейчас я вам покажу, вставлю картиночку, как на самом деле выглядит этот цвет. Разница, как видите, колоссальная. Вообще не передает камере реальный цвет. Тем временем я покрасила колпачки от шариков в цвета шариков и буду сейчас использовать обыкновенные деревянные бусины. Я их покрасила в те же самые цвета, что и шары. Для удобства я также насадила их на деревянные палочки, тем же самым образом, что и шарики. Как видите, это очень удобно, особенно для покраски таких мелких деталей. Я подобрала нитки подходящих оттенков и сделала из них вот такие вот кисточки. Обыкновенным способом, как это делают все, намотала на картонку, а потом привязала эти кисточки к бусинам. И сейчас я буду приклеивать их к шарикам на горячий клей. Наношу небольшое количество клея вниз на основание, в самый центр, и буду приклеивать бусину к шарику. Вот таким вот образом. Вместо склеивания я потом подкрасила краской в цвет небольшой кисточкой для удобства. Ну что ж, шарики готовы. Я очень довольна полученным результатом. Мне нравится, какими они получились. Особенно я довольна цветовой гаммой этих шаров. Я считаю, их можно использовать не только как новогоднее украшение, но также и как предмет для декора интерьера. Можно их, например, повесить вот так вот на эвкалиптовую ветку или на какое-либо другое растение, на сухую ветку. Можно разложить их на декоративное блюдо, это уже по вашему усмотрению. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх и поддержите меня в комментариях. Всем пока-пока!